Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Jonathan. Сегодня мы с вами не будем заниматься бондарными делами в прямом смысле этого слова, а займемся немножко другим. Кстати, кому интересно, как сделать дубовую бочку, какие нужно использовать приспособления, шаблоны, фрезы, заходим на канал, подписываемся, кто еще не подписался, и смотрим мои обучающие видео. Один из моих подписчиков попросил сделать не совсем, так скажем, обычное для меня дело. У него давным-давно хранится дубовая бочечка, небольшая дубовая бочка, как память о близком человеке. И вот он попросил посмотреть на нее и вынести, как говорится, вердикт. Можно ли из нее что-нибудь сделать или нет. Сейчас мы посмотрим, что нам пришло. Ах ты ж ёшкин-макарёшкин. Ну что я скажу? Донца полностью вытесаны вручную. Ну что, будем смотреть сейчас, что мы сможем сделать. Ну, в общем, 3 обруча вместо 4. Единственное, что заслуживает здесь внимания, это, конечно, подставочка. Подставочка сделана красиво. Очень даже красиво. Ну, а сама бочка оставляет желать лучшего. В общем, мне, применяя метод дедукции и включая на все 100% всю свою соображалку, удалось восстановить, так скажем, исторически сложившуюся последовательность клепок в данной бочке. И теперь надо будет попробовать сложить ее воедино и посмотреть, как данный остов будет себя чувствовать при надетом обруче. Ну что, первый этап закончен. В принципе, восстановить первоначальное положение бочки мне удалось. Ну а дальше, значит, будем пробовать вставлять днище, шлифовать. Ну и посмотрим, что у нас получится дальше. Вбиваем. Ну что, будем действовать методом, проб и ошибок. Можно было бы сделать новое днище. Кстати, на канале есть видео. Ссылочка будет в описании. Но у нас задача сделать, то есть восстановить бочку в полностью оригинальное состояние. Вот, друзья, я вставил оба днища, добавил недостающий обруч. В принципе, ситуация не такая уж и катастрофическая. Да, бочке, наверное, лет 300.
сделана полностью вручную, без каких-либо станков. Так что в качестве раритета бочонок еще тот. Теперь нам надо зашлифовать данный бочонок. Для этого я для начала собью уторные обручи. Зашлифуем эту часть. Потом опять насадим уторные, собьем пуковые и зашлифуем остальное. Вот, друзья, я уже зашлифовал нашу бочку. Полностью ее, конечно, в состояние новой не привести уже, но я такой цели себе и не ставил. Бочка у нас старая, так что и восстанавливать мы ее будем под старину. Теперь нам осталось сделать новые обручи, потому что эти у нас просевшие. Поправить чуть-чуть отверстие под краник, установить кран и сделать новую пробочку. Вы видели, что в нашем днище был вкручен обломок латунного краника. Я его выкрутил. Тут осталось остатки резьбы, причем, наверное, на треть днища, толщины днища. И с помощью вот такой вот фрезы корончатого сверла я постараюсь сейчас чуть-чуть исправить ситуацию и поправить отверстие наше под кран. Вот. Теперь у нас ситуация намного лучше. Для того, чтобы сделать обручи, я использую вот такой вот портняжий метр. И с его помощью очень удобно измерять длину нашей окружности. Мы измеряем длину окружности в том месте, где будет наш обруч. Ну, в данном случае у нас 67,8 сантиметра. Вот я сделал обруч на нашу бочку. Значит, нам надо сбить старый, поставить новый, тот, что только что сделан. Наше заливное отверстие с этой стороны, значит, замок нашего обруча ставим с противоположной стороны. Я сделал и набил уже второй обруч уторный. Осталось сделать и набить два пуковых. Ну и куда же у нас без ручного труда? Все равно в оконцовке нам нужно все хорошенько зачистить вручную, чтобы нигде не было ржавчины от старых обручей. Потому что дерево любит ручной труд. Процесс по реставрации дубовой бочки N-го года выпуска близится к завершению. Я заменил 3 из 4 обручей. 4-й, наверное, поменял местами, он в принципе стал нормально. Значит,
Подправил отверстие под краник, сделал вот такую вот пробочку симпатичную. Значит, нам осталось установить кран, разобраться с подставкой, немножко почистить, посмотреть, что к чему. И в принципе можно будет приступать к испытаниям на прочность данной бочки. Вот такая подставочка была в комплекте с этой бочкой. Сейчас мы ее немножко разберем и зачистим. Зачистим с помощью наждачки. Конечно, зачищать много, но ничего, потихоньку. Кстати, вот такие штуки я, наверное, сейчас зачищу, используя свой токарный станочек по дереву, который тоже я сделал сам. Кому интересно, ссылка есть в описании, заходите, посмотрите. Вот на таком токарном, друзья, можно отлично зашлифовать данную балясину. Вот, все красиво. Вручную мы так бы никогда не зачистили. А с помощью вот такого вот маленького самодельного станочка это работа 2 минут. Для сравнения, вот не шлифованная балясина, вот зашлифованная. Как говорится, результат налицо. Я зачистил нашу подставочку, собрал в кучу и сейчас вскрою ее лаком, и в принципе она еще послужит, потому что сделана она действительно довольно красиво, оригинально и красиво. Я вскрыл лаком подставку, пускай высыхает, а сам снова займусь дубовой бочкой. Пока сохнет наша подставка, я немножко провощу бочечку, не сколько для уменьшения испарения, сколько для улучшения эстетического вида. Как вощить бочку для уменьшения доли ангелов, есть видео на канале, ссылка в описании. Можете зайти посмотреть, кому интересно. Можно сказать, что я фактически закончил работу над восстановлением данной деревянной бочки. Я поставил пробку, я установил новый краник, но я считаю, что получилось довольно неплохо. Сейчас мы нальем в нее воды и посмотрим, как она себя поведет. Шесть литров я залил. Ну что я вам скажу, пока нигде не течет. Оставим ее так на несколько часов. Я думаю, в течение
часа-двух любая течь у нас покажется. Вот у нас появилась маленькая течь по утору. Ну, даже не течь, а пару капель. Буквально через несколько минут. Ну, будем ждать. Обычно даже на новых бочках допускается маленькое небольшое протекание, которое должно закрыться в течение 2-3 суток, когда древесина разбухнет. Учитывая то, что бочка собрана из того, что было, я считаю, что пока это результат даже очень неплохой. Друзья, прошло 12 часов. Наши течи затянулись. У нас ничего не течет. Сзади тоже все хорошо. Вот у нас водичка там видно. Вода стоит. Так что работа по восстановлению деревянной бочки была проведена не напрасно. Вот наша бочечка. Я уже поставил ее на подставку. Все красиво. Бочка до сих пор с водой. Уже прошло больше 2 суток. Все течи прекратились в течение, наверное, 12 часов. Ну, по крайней мере, я так заметил. После этого нигде никаких пропусков воды нету. Вот, друзья, конечный результат моего труда. Я считаю, что получилось довольно неплохо, учитывая то, в каком состоянии данная деревянная бочка приехала ко мне. Теперь она отправится к своему хозяину и будет его радовать еще очень много лет. Кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!